Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спартак Суббота, психиатр на связи. Спартак, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, аудитория. Вы знаете, я понимаю, что уже как бы даже оскомину набивает, но, кажется, мы на пороге большого и грандиозного шухера, причем который организовывают Зеленский, Банкова и вся компания. Вовсю сейчас несется необыкновенная пропаганда о том, что сейчас как ВСУ зайдут и Беларусь освободят. И я понимаю, что вроде как тема острая, да, тема важная, тема специфическая, но ничего фактически подтверждающего, там, угрозу со стороны Беларуси, вот этих вот всех, скажем так, военных аспектов, да, что только теоретически. Вот написали же, и сейчас несется параллельным курсом, что ВСУ прям перерезали сухопутный коридор в Крым. Вот сегодня уже там нашлась аналитика, которая, говорят, такая условно с Польши трассу до Киева точно так же перерезается эта артерия со стороны непосредственно Беларуси, если там начнется вот эта заваруха. Но все почему-то уверены, что никакая заваруха не начнется, и что пойдут и будут освобождать. Попадаем в ловушку некую Курской операции. Помните, когда все кричат «Освободим Курщину, наша Курщина», а потом немножко прошло недели 2-3, и все как-то так вот нашлись эксперты, которые сказали: ребята, это все-таки оккупация, и давайте не будем, скажем так, наводить тень на плетение и пользоваться нормальным словарем. И я, кстати, тогда очень удивился, и все как-то так вот начали потом очень нейтральные термины применять. Что происходит и к чему нас готовят? Как видите вы ситуацию с точки зрения обращения с вот этим коллективным бессознательным, ну и вообще с украинцами? Знаете, Александр, тут я себе позволю сказать с позиции какой, что у меня есть, как один мой коллега и ваш знакомый, участник вашего канала, тоже любит говорить таксисты, ему сказали. Вот есть у меня информация тоже от таксистов. Я допускаю, что это могут быть одни и те же таксисты, кстати. В общем, какая информация, что начинают продавливать историю о том, что пора сматывать удочки, ну, завязывается этой войной, и вот уже дали по носу, и он уже сказал, наш, ну, это Светловикий сказал, что горячая фаза будет закончена к ноябрю, но есть нюанс. Нюанс заключается в том, что он это как бы задекларировал, потому что те люди, которые хотят, чтобы это закончилось уже сегодня, но согласны к тому, чтобы закончилось к ноябрю, должны услышать были идею о том, что он как бы согласен с этим. Но говорить это одно дело, но поступки делать это совершенно другое. Понятное дело, что никто не будет трогать Беларусь, но это абсурд, это нонсенс. Но провоцировать постоянно с этой Тихановской, ну, то есть это постоянная провокация, созданная только с одной целью дестабилизации. Единственное, на что не может обратить внимание на самом деле Зеленский, это на то, что, поймите, Александр, диктатором надо уметь быть. Ты не диктатор, ты диктаторшка, ты маленький, ты ну, маленький даже в масштабах мира, тебе раздают микрофон, куда-то ты приезжаешь, тебя где-то встречают, твой же экипаж. Ну, то есть у тебя есть какая-то возможность, и только потому, что люди позволили этому случиться. Это знаете, как часто бывает, что какой-то певец или актер, он думает, что он добился всего сам, что продюсеры не влияли на его процесс, и он впоследствии думает, что он герой. А его потом берут и обнуляют, он перестает существовать. Против него заводят дела, говорят о том, что он кого-то в детстве там трогал за причинные места, неприлично себя вел, и он перестает существовать в поле. И вот Зеленский – это классический пример актера, который думает, что всего добился сам, что Запад на него как-то не особо повлиял. От этих, простите за такую формулировку, господ, он как бы теперь ворочает носом, делает вид, что он их слушает. Ему необходимо делать вид, что он слушает. Но все закончится очень быстро и эффективно для этих людей, и неэффективно для самого Зеленского. Мне нравится позиция некоторых спикеров, которые говорят о том, что он не умрет своей смертью. Я этого знать не могу, я не знаю. Но я скажу так. Идея о том, что война должна закончиться в ноябре, ему диктуется, но она не закончится в ноябре, потому что слишком большое количество денег, опять-таки, как говорят, там таксисты сказали, да, большое количество денег вкинуто на следующие 1,5 года пропаганды. Огромное количество денег, в том числе через там
Может, вы знаете, есть такие персонажи, типа там Слобоженко и так далее, которые занимаются трафиком. Сами по себе ребята неплохие. Проблема заключается в том, что они на крючке у наших политиков, и таким образом, ну, назовем их политиками, формально узурпаторами. И потому вот эти ребята, они объясняют то, что «Спартак» огромное количество денег было вкинуто в то, чтобы сейчас, ну, типа, через там, пару месяцев толкать нарративы, интересные офису президента. Потому идея о Беларуси – это просто процесс дестабилизации. Им нужно будет как-то объяснить, почему они не заканчивают войну. И они начинают, ну, как бы дергать белорусов. Но маленький нюанс. Э, Лукашенко при власти уже длительное время. Можно считать там легитимно, нелегитимно, там, как он честно, нечестно избирается. Это все не важно. Суть заключается в том, что он дипломат. Он умеет в эту игру. Он умеет договариваться, он умеет поддерживать отношения с Россией, с Казахстаном и с США. Они проводят какие-то действия совместные. И они не находятся в войне. Учтите, это самая сильная позиция. Они не воюют. И спровоцировать Беларусь на это, ну, это очень маловероятная история. Это выглядит очень как жалкая попытка показать миру, что вот видите, все, кто связаны с Россией, на самом деле злодеи. Откуда давление, Спартак? То, что мы видим в публичном поле, ну, например, как ведет себя Рубио, который говорит, нет, ну, то есть мы, ну, все. Россияне там говорят о духе Анкориджа, что, в общем-то, ждут, никак не дождутся. Витков и Кушнер не едет. Внимание, не только в Киев. Помните тогда вот все, дата назначена, сейчас они приедут в середине мая. Ну, говорят, нет, не едут и в Москву. А если и приедут, то будут обсуждать какие-то двусторонние свои контакты. То есть вот эту же историю публично свернули с переговорами. И сейчас Европа пытается вскочить в вагон уходящего поезда и говорит, давайте там нашего переговорщика. Ступ там чего-то говорит, там Меркель достали, но она отказалась. Еще там о ком-то идет речь. Там, а может Кая Каллас, это же великий, скажем так, предводитель дипломатии европейский. Ну, в общем, Тут еще... об этом вот сейчас говорит. И сейчас Европа находится в таком каком-то вот выборе спецпредставителя от Евросоюза. Но спецпредставителя куда? Раз трехсторонний этот формат закрылся. Более того, вчера такая интересная история произошла. Вот смотрите, сейчас Киев находится под вот этой угрозой. Ее там, конечно, отметают. Ну, точнее, как, угрозу не отметают, а вот это то, что Киев сделают безлюдным городом, это типа невозможно. Ну, говорят, это нереально. Россияне говорят, посольство предупредили, Рубио предупредили, и наши вот эти люди, которые там, чей трафик разгоняется, тысячи голов Геббельса, они говорят, что Рубио отказался. Ну, типа, выводить посольство, говорит, ну, там и так всегда опасно в этом Киеве, и вот смотрите, как он классно отбрил россиян. Европа открыта, с открытым забралом пошла, там, Еврокомиссия, еврочиновники говорят, никого не уйдем, ничего не боимся, остаемся здесь, мол, плевать нам на ваши вот эти удары. Но тут же, понимаете, в чем дело? Это нам продают какую-то, ну, не знаю, хромую лошадь информационную. Если будет опасно, они сядут и уедут, и никто не будет там предупреждать, оповещать, ничего. То есть мы это все видели. Все прекрасно помнят пробки из Киева, когда реально припекло. Но информационно вот это все отметается, мол, что вы можете, эти россияне, более того, я не понимаю вот эту историю. Мы там разрушим, камня на камне от Беларуси не оставим. Такие мы мощные. Да елки-палки, хочется сказать. Если вы такие мощные, нахрена вам тогда нужны вот эти круговые обороны городов на севере, вблизи фронта? Одессу окапывают. Какая-то вот вообще странная игра, да, вот в эту и международную дипломатию, и по отношению к украинцам, на голову которым обрушивается, ну, какая-то вот абсолютная ересь. Очень интересно, как можно будет продать реально рядовому украинцу историю с конфликтом с Беларусью. Вот, ну, ладно, я могу понять историю с конфликтом с Россией, а Беларусь, ну вот как это будет объясняться? И, честно говоря, я даже пока не могу представить нормальную технологию, потому что идея о том, что вот видите, там есть ядерное оружие, они ассоциированы с Российской Федерацией. Люди это все понимают. Но просто от самой Беларуси нету никаких сигналов о нападении. Там есть нормальный переговорный процесс. Еще раз, я напомню, кто не знал. Лукашенко сказал, если надо, я приеду в Киев, давай общаться, Вова.
Было дело такое? Было. Ну, то есть человек идет на максимальный контакт. Мы выглядим в этой всей истории как профнепригодные. Понимаете? То есть наша власть просто имеет... ну, она просто профнепригодна, она недоговороспособна, она не учитывает какие-то важные моменты. И причем хочу обратить внимание, что самым трезвым таким носителем незамутненного сознания на данный момент являлся для меня персонально, я не говорю для всех, говорю не объективно, субъективно, являлся Буданов. Ну и он как будто бы, такое ощущение, как, знаете, вот эта вот метафора с солеными огурцами. Нормальный огурец попал в бочку с солеными и тоже засолился. То есть я не понимаю, к чему он ведет. У него либо какая-то очень сильная многоходовка, в чем я тоже, кстати, как бы его подозреваю, и он в конечном итоге сделает что-то очень хитрое и умное. Либо он, правда, ну, как это сказать, засолился, потому что позиция мне непонятная. Зачем провоцировать? Вообще, какое открытие еще одного фронта? Да, у нас много БПЛА. Сейчас Европа начинает производить еще больше. Да, сильные удары по России, в Москву прилетают. Вопросов нет. Никто не спорит с тем, что там сейчас, ну, типа, происходят проблемы, и 10% НПЗ пострадало. Это колоссальные деньги. То есть, ну, типа, Россия в этом вопросе сильно просаживается. Но это не меняет общую картину, Александр. Общая картина следующая. Маленькое государство абсолютно на 100%, не там 99, а на 100% зависящее от НАТО, от внешней помощи и поддержки, воюет с ядерной сверхдержавой. У этого нет перспективы. Понимаете? И даже если какой-то раунд там может быть за нами, весь бой, он, ну, как бы, он предрешен. Это невозможно выиграть. То есть какая идея этого всего? Надо исходить из того, что надо заканчивать войну. Как ее закончить, если постоянно происходят вот такие провокации? Какие перспективы завершения войны с учетом того, что нужно оставаться при власти? Сейчас это очень хороший повод для смещения внимания с дела Ермака, Миндича и вот этой всей истории. Это знаете, как это? Отгадайте загадку. Было всего 4 дома у династии. 3 из них принадлежат другу президента. Вот загадка. Кто такой Вова? Ну, знаете, это вот просто... Тут не надо быть гением, чтобы понимать эти вещи. А мы смещаем фокус внимания сейчас. Вот не время разбираться с проблемой внутри страны. Надо сначала побороть противника. Так никогда ты не поборешь этого противника. Не потому, что там противник невероятно сильный, а потому что стратегия борьбы с этим противником, она ущербная, она обречена на поражение. Ну, то имеет нулевой эффект. Мы создаем им проблемы, но мы не улучшаем себя как государство. Мы смещаем фокус внимания на каких-то нацистов. То есть мы сейчас начинаем какие-то петлюры, то есть еще, то есть, вот знаете, вот безликие герои стареющих детей, дети, которые рождаются в Украине, они реально от этих обстрелов, ну, Россия, ну, типа, обстреливает, то есть сейчас это ужас, это Украина обстреливает Россию, Россия Украину, дети и там просто превращаются в стариков ментально, если не уезжают, конечно. Они превращаются в стариков, а в их сознании реально безликие герои. Кто нахрен такой Петлюра? У меня есть пациентка и ее дочка посреди сеанса подошла, маме спрашивает, кто такой Петлюра? А мама объяснить нормально не может. А мать говорит, я понятия, говорит, не имею. Нам никогда не рассказывали, мы сами не знаем. Она говорит, это как Бандера, говорит, наверное, хуже. Не знаю, говорит, иди отсюда, говорит, иди, мальчик. Знаете, как это, иди, мальчик. То есть никто не понимает, кто это такой. Задаешь вопрос, кто это какие-то национальные герои. Ну, в общем, и у нас идет смещение фокуса на что угодно, кроме реальной проблемы. Это когда ребенок, знаете, падает, и мать сразу достает конфету. Ребенок уже пошел за конфетой. Только здесь история сильно хуже, потому что эту конфету нам никто не даст. Я просто, поймите, тут такая история. Ну, тут же важно, с какой стороны посмотреть. Все говорят, вот, вы там смотрите, там все тут говорят пророссийские. Ну, давайте как-то пытаться объективно взглянуть на реальность. Если не получается объективно, не хватает кругозора, да, не хватает вот объема информации, чтобы масштабно глянуть, давайте посмотрим вот с позиции сторон. Мотивация вот этого всего, скажем так, белорусебесия у Банковой очевидна и понятна.
вот эти шуточки о том, что вот с нами Беларусь, демократическая Беларусь, вот Тихановская, президент. Ну, это вообще смешно, понимаете, на самом деле. Во-первых, уже сколько лет прошло от этих событий. Во-вторых, выпустил Лукашенко мужа ее. И того быстренько как бы покрутили и засунули под лавку, чтобы, не дай бог, не отсвечивал, потому что он же Не дай просто... бог увидят, да. Ну, то есть ужас, он же просто ее разрывает саму по себе. А она вот этого как типа корчит из себя, ну, скажем так, кухарка, управляющая государством, корчит из себя европейского политика, там чего-то, какие-то там вещи про свободу, про диктатора Лукашенко, вот это все говорит, пытается, ну, как бы строить из себя, снимает маски вот с этих Урсул, Кай Каллас, вот этих женщин, абсолютно не ухаживающих за собой, которые там в Европейской комиссии чиновницы. Ну, в общем, она так себя позиционирует. Но тут же другой момент. Ну, тут он такой, знаете, вот он тут на тоненькую, вот с этой стороны. Мы вот смотрим, зачем это надо, и все прекрасно дают ответ на этот вопрос. Зачем это надо? То есть вы предположили в самом начале, что, несмотря на публичную риторику, выход США и вообще вот это все, как бы, что происходит, на Зеленского, ну, Зеленского додавили фактически. Он вынужден был признать и сквозь зубы там собрать всех депутатов, потому что он понимает, что депутаты тоже имеют общение с разными таксистами, да, вот эти, которые с разных фракций. Он все-таки декларирует, что да, там к ноябрю все закончится. Окей. Это с позиции Украины, с позиции России. Вот сейчас несется вот этот сухопутный коридор в Крым, все дела, дроны, мидл-страйки. Ну, слушайте, ну это было и было. Россия первая это начала делать, но убрали старлинки, поблокировали. Сейчас они там очень... Ну, это долго. Это надо, чтобы поколения перешли технически. Свои аналоги старлинков пытаются вот так вот... А делали же то же самое. То есть на расстоянии 100 с чем-то километров лупили логистику. Да? Более того, сейчас умные люди говорят, с Беларусью нельзя связываться, потому что на том же расстоянии, там, что там той Беларуси, 400 километров с юга на север, будут перебивать трассы. То есть, ну, все прекрасно понимают, что нельзя это так вот выдавать пафосно, но у нас геббельсы прут. Но с позиции России. 9 мая. Зеленский разрешает парад на Красной площади. Всем четко донесли. Да, они выглядели даже комично. Кто-то увидел в этом слабость в этих заявлениях, что мы разберем Банковую, мы уничтожим вот эти пункты, мы, в общем, как бы Киев, мы предупредим Киев, скажем, уезжайте, да, и, в общем, будем бомбить, если вы там чего-то покуситесь. Сейчас они, россияне, поняли, что это работает. И сейчас Киев подвесили на крючок вот этого ультиматума уничтожения. И как на это реагировать? Понимаете, одни говорят, что ничего у вас не получится, другие говорят, что а как не получится, ПВО нет, Зеленский плачет, дайте ПВО, понимаете, а как ты воюешь в такую войну без ПВО, без запасов, без стратегических запасов, понимаете, в чем дело? И тут вот говорят, пускают нам разрушенные гаражи, ну, этого Орешника, вот там гаражи, не, ну, понятно, что там некоторые публикуют в соцсетях пользователи, там, реальные снимки, куда попало, с дырками по 120 метров, но, опять-таки, это же все ИПСО, пропаганда. Официальная версия: разрушили гараж. Прошлый Орешник разрушил, там томики Ленина пострадали в каком-то бункере на Западной Украине. То есть, да, ну, все. И все, этим довольствуются. Но россияне поняли, что угроза Киеву работает. Как вам думается, сработает или не сработает? И Киев подвесили, или вот сейчас мы ждем следующие сутки, потом дальше, кто-то говорит, неделю нужно подготовиться, что будут долбить и будут как бы выбивать Киев? А почему это должно беспокоить? Когда мы говорим Киев, я подразумеваю не людей в Киеве, а власть. Почему это должно беспокоить власть? В какой момент мы вообще сталкиваемся с тем, что они каким-то образом страдают или умирают? Когда были какие-то удары по принятию, центрам принятия решений? Кто-нибудь вообще из власти за все это время, кто-нибудь из них или из их близких пострадал? Чего их это должно волновать? Я тоже не понимаю, честно говоря. Но вот, не помню, что это было за мероприятие. Там очень классную фразу сказал Илон Маск. Он сказал: меня волнует реальность добра, а не его восприятие. И то, что я вижу повсюду, это люди, которые заботятся о том, чтобы выглядеть хорошо, делая при этом зло. Понимаете? И вот для меня вот эта вся история, про которую мы говорим, она про то, что не будет ничего меняться. Незачем. Поймите, Александр, незачем. Ну, вы сейчас скажете, ну, чтобы спасти людей. В какой момент Зеленскому это было вообще интересно?
чтобы закончить войну. И что потом делать, а деньги как зарабатывать? Да это никому не интересно. Они все будут надеяться. Смотрите, Зеленский спит, скрестив пальцы с надеждой на то, что Россия ударит по каким-то, не знаю, условным центрам принятия решений. Вообще, да куда угодно. Вот это, кстати, обстрел российский. Какой минус, честно говоря, для России? По деньгам почти миллиард. За эти бабки можно было бы купить почти кого угодно, мне кажется, можно было бы уже просто купить и договориться. Во-первых, по деньгам миллиард. Во-вторых, эффект отрицательный дает право Зеленскому просто говорить, вот видите, они типа там продолжают. И понятное дело, что у россиян свои мотивы, но, извините, мир сейчас не на стороне России. Вы должны отталкиваться от того факта, что мир к вам относится, ну, очень подозрительно. Нужно быть немножко аккуратнее. Ну, получается, что для... Подождите, а куда аккуратнее? Там-то волны такие запускаются в российском обществе. Как аккуратнее наоборот? Давайте все снесем с лица Да, земли. да, я понимаю, но имеется в виду, что для внешней аудитории, то есть для всех надо делать вид, что вы хотите имитировать хотя бы аккуратно. Я никогда не говорил о том, что нужно быть абсолютно законопослушным. Я всегда говорил, не надо попадаться. А они, получается, как? При том, что они пытаются быть законопослушными для своих граждан, они попадаются сразу для всех остальных. Невыгодная история. Давайте так. У нас есть такое когнитивное искажение, ошибка мышления, при которой вот мы регулярно ее допускаем, называется эффект приманки. У нас есть три типа товара. Вот я сначала объясню метафорически, а потом, чтобы вы поняли суть, к чему я веду. Значит, есть три типа товара. Вот, допустим, есть стаканчик. Самый простой классический пример эффекта приманки. Есть стаканчик за $1 кофе, стаканчик за $2, и он средний, и мы вводим третий стаканчик, который вынуждает нас купить второй. Мы вводим за 3,50. Но он не немножко больше, чем второй стаканчик. И вот этот третий стаканчик, он намного дороже, но не намного больше. Люди принимают решение покупать средний, а не маленький. Хотя на самом деле всегда хватает маленького. Здесь история следующая. Значит, есть три способа решения задач. Первое. Двигаться в маленький стаканчик. Это самый выгодный вариант. Двигаться в соответствии с мирным треком, пытаться договориться, потому что любая война, вне зависимости от перспективы, она в конечном итоге это разрушение, это смерть людей, ну, мы теряем людей. Это ресурс, который мы можем восстановить дом. Человек 20 лет, ну, представьте, 20-летний человек, если он умирает, это 20 лет, это 1/5 века. Человек растет, тратит ресурсы, вы его воспитываете, он ходит в школу, отнимает нервы у преподавателя. То есть это колоссальный ресурс. Их умирает много. Люди не совсем это осознают, сколько денег тратится на то, чтобы один человек, ну, возрастился, а тут сотни тысяч. Так вот, вот этот маленький стаканчик – это мирный трек. Продолжение войны, просто как она сейчас есть, это средний стаканчик. И чтобы его выбрать, необходим третий, ну типа какой-то третий ужасный вариант. Будем бить ядеркой, там, допустим, пугать всех дубиной. Или будем эскалировать и продолжать. И для того, чтобы люди выбрали просто средний вариант, который как бы устраивает всех. Банково он устраивает, потому что продолжается война под эгидой защиты. Для России я не знаю их глубинных мотивов, мне сложно понять. Но я вижу, что как будто бы им тоже это выгодно по какой-то причине. Они не идут на мир, и у них нет пока что идей хороших. То есть я наблюдаю... А для всего остального мира, конечно, второй вариант тоже хорош. Почему? Потому что Россия вынуждена по низким ценам продавать углеводороды. Это первое. Второе. Нарушается качественный союз Москва-Пекин. В-третьих, происходит дестабилизация на всех уровнях. И пока в Украине война, проблема США в том же Иране не является самой страшной. Хотя по факту да, но она выглядит не так страшно. Понимаете? То есть война на территории Украины двух народов, которые между собой крайне близки, сильно ближе, чем американцы с иранцы, она выглядит для мира, ну, как бы приемлемой. И потому оно будет продолжаться. И вот этот эффект приманки, он создает иллюзию того, что давайте эскалировать, конечно, плохо, заканчивать мы не можем, мы продолжаем войну. Ну, по поводу мотивов, да, вот этого угроз ударов по Киеву и вообще вот это ядерки и так далее, тут же тоже очень интересный момент. Я вчера в шуме, ну,
пытался вскрыть эту раковину, да, ну, так вот, таким перочинным ножиком критического мышления. И там вот сейчас, ну, аналитики, они думают, они вот как-то думают немножко по-другому, да, это может выглядеть как конспирология, какая-то дичь, но а, при всем трагизме событий в Старобельске это не повод уничтожать Киев, выносить его под ноль. При всей ситуации очень сложной, угрозы Беларуси, да, там даже дроны полетели на Калининград, использование там прибалтийских стран в качестве там воздушного пространства для ударов по России, это тоже, ну как, это повод, доктринально, юридически да, но это не повод поднимать вот этот градус ядерной эскалации, но его подняли. И люди сейчас умные, с синктенков, они вот пытаются сопоставить, а что так? Ну вот, что произошло? Почему? И приводят примеры, интересные примеры. Тогда мы много еще узнаем, наверное, в истории. Например, о том, что в 24 февраля же, да, был, скажем так, час чей, когда зашли российские войска на территорию Украины. А по данным этих аналитиков абсолютно с других стран, натовских, там турецких, каких-то азербайджанских, ну, они четко говорят, что с 20 какого-то там 6 по 29 планировалась операция на Крым. Ну, вот так. И они выходят и говорят, русские, тогда выходили, говорят, мы лупанем. То есть всем ша. 25-й год. И я вспоминаю просто, вот это же год назад. Помните, с каждого утюга кричали, мы введем натовские войска. Они говорят, мы лупанем ядеркой. Под любым соусом. Учебные центры, какие-то там бригады охраны, завод какой-то охранять, еще что-то. Ну, типа контингенты или контингентики. Любая вот официальное участие НАТО в контингентах на территории Украины, мы лупанем ядеркой. Смотрим, да, то есть ядерки не было, и контингентов как бы нет. Да, скрытно, понятно, там есть вот эта вся история. Сейчас они пытаются найти причину. Как вы думаете, в чем эта причина вот такого пика эскалации? Понимаете, Александр, когда нету сильного аргумента, человек начинает использовать любой тип аргумента. И, например, мы вспоминаем, классный пример, я думаю, все зрители с этим сталкивались. Когда в споре со своим мужем или со своей женой ты оказываешься неправ почему-то, ты вспоминаешь момент, когда ты был прав, а человек был неправ, и отождествляешь этих два момента. Это очень хороший механизм защиты, при котором мы игнорируем ситуацию сейчас, и мы апеллируем к прошлому. Это апелляция к прошлому опыту. Вот смотрите, мы могли так сделать, мы так не сделали, значит, мы хороши. Ну, то есть, значит, мы порядочные. А мы вообще-то могли и с Крымом историю сделать, но мы не будем ее делать. А украинцы сразу говорят, подождите, так вы же на секундочку Крым оккупировали. Они говорят, так подождите, у нас в отличие от вас происходят, ну, типа, какие-то события по типу голосования. У нас свобода выбора. И тут, кстати, они тоже правы. И получается так, что постоянное передергивание идей из прошлого, мы меряемся, знаете чем? Мы меряемся успехами, которых не случилось, потому что мы их предотвратили, потому что мы благородные. И это всегда, всегда выглядит, ну, типа, плохо. Потому что, еще раз, и ситуация, связанная с Российской Федерацией, и с Украиной, она выглядит плохо просто по причине того, что уже нет ни у кого аргументов, почему это продолжается. Цели Да, пока что не реализуют. Хорошо, скажите, пожалуйста, Александр, это ужасная война. Я абсолютно с этим, ну, как бы не спорю, потому что уничтожена нация. Причем украинская нация не уничтожена Российской Федерацией. Мы должны это понимать. Украинская нация уничтожена, как очень классно сказал, кстати, у вас в эфире, это в понедельник было, Алексей Арестович, он сказал такое: люди не бежали от войны, люди бежали от режима. Понимаете? И не вернутся. Уничтожен целый народ, по сути, и идея народа. Она уничтожена. В России серьезные потери тоже. Но никто не может объяснить, почему это продолжается. Мы понимаем, почему это началось. Но почему это продолжается? Уже даже нет предмета претензий на существование такой идеи, вот как мы попадем в НАТО. Нам уже все сказали, иди отсюда, вонючка, ты нам не нужен.
Мы уже Ну, для... потому что никто не останавливает. Ну, смотрите, идет угроза, идет вот это из-за того, что есть эта лестница эскалации, вот это все и продолжается. И это можно бесконечно оправдывать. Нет, ну смотрите, опять-таки, я вот не просто так, я не на костях топчусь, я просто пытаюсь соотнести аналитически. Это жуткая трагедия, там 21 человек погиб в Старобельске, да? Но этот эпизод взяли, подняли на знамя и поперли. То есть тут же какая история? Зеленский готов к эскалации. Россия говорит, подождите, так мы тоже готовы к эскалации. У нас и ядерка есть, и вообще, и как бы давайте. И сейчас все говорят, и России выгодно Беларусь включить, потому что там от Киева ничего не останется, а что будет с белорусами, там типа плевать. И Украине выгодно, потому что денег дадут. Сейчас вот вообще этих прибалтийских товарищей вынудили, сейчас тут пишет пресса сегодня о том, что Европа должна все склады открыть для Украины и дать все. Ну типа, что у них там есть, все должно идти в Украину. Снаряды, все на свете. Вчера позорнейшая была статья о том, что вот эта чешская инициатива по снарядам, которая была с завышенными ценами, которая не работала вообще непонятно как. Из 18 стран половина ушли, слиняли. А чего? А потому что в Чехии бабиш, и он говорит, ребята, у нас тут цены на свет растут, а с армузом вот это все бьет по нам экономически. Мы не можем давать и скидываться деньгами на вот эту историю. Поэтому так страны посмотрели, ну раз вы хозяева инициативы не скидываетесь, и мы не скидываемся. И вот это же выгодно. Нужно вытащить еще больше денег, нужно больше еще, как бы, да, вот, сохраниться. Во-первых, удержаться у власти, во-вторых, заработать. Россия говорит, так а почему? Конечно, мы так быстрее победим, условно. Если все поэтому и продолжается, что как бы есть моторчик вот того, кто этот канат перетянет, понимаете? Никто никого не перетянет в этом процессе, они друг другу там что-то тянут, и все страдают. Такое ощущение, как будто бы, знаете, мне начинает складываться ощущение, оно плохое, и я надеюсь, что я ошибаюсь, ощущение, что миру сейчас просто хочется ухудшить ситуацию. Ну, знаете, вот появились вот эти технологии, теперь там туалет смывает твои отходы, и там ты пользуешься какими-то средствами гигиены. Жизнь стала сильно простой. Самолеты появились, ты можешь летать куда-то. А давайте-ка мы все это ухудшим. Начнем сначала мы с ковида, а потом с ковидом справились. Черт возьми, мы побороли ковид, надо новое. И начинается бесконечный какой-то процесс ухудшения жизни, как будто бы мы не можем развиваться дальше. Знаете, вот как иногда для того, чтобы развиваться дальше, необходим катарсис. А катарсис происходит под давлением сложности обстоятельств. И при всей сложности обстоятельств человек надеется на то, что он сможет это побороть. Но проблема заключается в том, что люди, которые принимают решение этот катарсис нам дарить, ну там, людям в целом, они не понесут никакой ответственности за это. Ну вот я не верю, что, например, там, Зеленский как-то ответит за то, что происходит. Я склонен считать, что он пойдет по пути Гитлера, да, он типа просто уедет в какую-то Аргентину, и все будет в порядке. Вы думаете, что он не застрелился? Ну, слушайте, я бы, может быть, и хотел бы, чтобы Зеленский пошел и таким путем, как в одной из историй Гитлера. Но я не думаю, что так случится по причине того, что сейчас деньги сильно много решают. А я не думаю, что Гитлер застрелился, хотя он как бы похож на человека, который мог бы. Но я не думаю, что это его путь. Слишком много вещей указывает на другое. Хотя я не конспиролог, могу ошибаться, но суть. Я не думаю, что просто Зеленский понесет ответственность за это. Отличная формулировка у вас. Я не конспиролог, могу ошибаться. А конспирологи, видите... Не, они 100% уверены, да. Нет, а конспирологи не ошибаются, потому что то, что было конспирологией вчера, да, мы вот сталкиваемся с этим сегодня. Это, кстати, тоже, да, надо учитывать. Знаете, ты только там думаешь, да, это ж поехавшие, типа, придумали каких-то идей. Потом раскрываются какие-то новости, и все такие, так, блин, хорошо. А что там по инопланетянам? Потому что уже и сам не уверен. Знаете, это же такая история, что нет конца и края. Хотел с вами обсудить еще, кстати, один момент, напомнить, что во всей этой истории мы сейчас говорим про Россию и Украину. Это, безусловно, важно, потому что много зрителей из России. Мы с вами украинцы, которые столкнулись с, назовем это, травлей, гонением, ненавистью. Вы в большей мере, конечно. Имеется в виду в такой вот именно серьезном
плане. Но мы игнорируем сейчас те вещи, которые касаются непосредственно причины продолжения этой всей истории. Например, возможности США лоббировать эту историю в начале войны, поддержка Украине. И все, что происходило во всей этой истории, вернулись мы к острову Эпштейна. Сейчас вы спросите меня, Спартак, ты что, сумасшедший? Как ты к этому пришел? Значит, недавно я обсуждал с одним товарищем, довольно известным человеком, обсуждал, что он в политике разбирается, он в пиаре очень хорош. И вот он говорит: Спартак, что объединяет всех людей на острове Эпштейна? Ну вот все, кто там был, именно в плохом контексте, что у них есть общего? Ну, я там говорю, ну, наверное, у них у всех есть деньги, или там у всех есть какие-то сексуальные отклонения. Он говорит: нет, Спартак, они все демократы. А теперь смотрите, вы опять скажете: Спартак, боже, а как ты к этому пришел? Почему здесь вообще демократия, демократы и все остальное? Когда должны быть выборы в США? Ну, вот эти промежуточные в ноябре, да. 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 Вот. Они должны быть относительно скоро. Вся история, которая сейчас происходит вокруг Украины, в том числе и в негативном ключе, она будет создавать положительную ситуацию для республиканцев на этих промежуточных выборах. Так, подождите, получается, американцы вот это вот сейчас виляют хвостом, выходят из переговоров, я имею в виду администрацию Белого дома, трамповцев, да, потому что, чтобы продемонстрировать, смотрите, демократы негодяи, куда нас завели, а это все никак невозможно закончить, они недоговороспособны. Да, давайте мы сначала у себя наладим процесс, а потом сместим фокус внимания. И как только выборы закончатся, если они закончатся в пользу республиканцев, что, скорее всего, и будет, потому что сейчас очень форсируется тема и про остров Эпштейна, сместили фокус внимания на демократов, и проблемы с Украиной. И сейчас уже, кстати, как-то они умудрились демократов приплести к конфликту и в Венесуэле. То есть они все как бы туда, это туда бьют в одну и ту же точку. Так вот, момент, на который все-таки следует обратить внимание, что как только закончатся выборы, внимание, которое будет приковано к Украине, будет настолько пристальным, и оно вообще не в пользу Украины. Начнутся опять вопросы по поводу, а куда, кстати, деньги налогоплательщиков уходили? А давайте-ка мы сейчас разберемся с тем, что происходит, потому что конфликт в Украине тоже американцев не устраивает, они до сих пор задаются вопросом, какого хрена мы это все терпим. Почему мы даем эти деньги? Давайте вернем их. И Россия будет разрабатывать, вот, собственно, стратегию взаимодействия с США, это уже потихонечку происходит, как они будут реализовывать редкоземы. Так все страны, я вот, кстати, это тоже очень удивительный вопрос, мы тут, конечно, зациклились на там Украине, России, все страны, вот ладно, там в Индию поехал Рубио, подписали договор о сотрудничестве. Да, там рамочный, но тем не менее, да, вот по поводу редкоземов. В Ереван даже отправился Рубио, и, в общем-то, армяне тоже подписали такой же договор. У Украины он подписан давно. Там ни шатка, ни валка, только там о 2 рудниках идет речь, ну, то, что я встречал, которые там начинают какие-то процессы. Это все так не быстро, это вот не завтра приехали, начали копать, а это все очень так надолго. Это вот именно стратегия, которой мы сейчас, украинцы, лишены вот этого диапазона мышления, потому что у нас все от чего? От одного скандала до другого, от одной Курской операции до другой, от одних каких-то вот этих там зрад о том, что кто-то чего-то не так сказал там по-русски или там кого-то что-то, ну, какой-то скандал там, да, вот, ну, вот так мы двигаемся. А это прям вот какая-то такая работа на такую достаточно серьезную перспективу. И все соглашаются, заметьте, все подписывают с ними. Да, я хочу обратить внимание на то, что несмотря на массовые конфликты, изоляция России, она все меньше и меньше. Заметили? Происходит ухудшение ситуации, но несмотря на это, изоляция все меньше и меньше. С россиянами потихонечку начинают уже хотеть взаимодействовать французы. Ну, там они, конечно, с горем пополам имеют какой-то статус, но тем не менее, хотят взаимодействовать французы. Сейчас уже смотрят на Россию не как на вселенское зло, а как на неудобного, тяжелого для коммуникации участника политических событий.
с ними сложно и так далее, давайте заканчивайте. Потому что риторика «надо победить Россию» превратилась в «давайте заканчивайте, надо деньги зарабатывать». Это резкий скачок от того, что нужно уничтожить, показать, что Россия, надо остановить Россию. А как они себе это представляют? Как они представляют, что закончится вообще и как прекратится существование такой страны? 1/6 часть суши. Как они себе это представляют? Вот какая у них идея, что русские скажут: ладно, мы наделали ошибок, вы победили, мы расформируем Российскую Федерацию на маленькие мини-государства, и такой национальности, как Россия, россиянин больше не существует. Как они себе это видят? Это невозможно. И поэтому они как бы догадываются, что нужно будет зарабатывать деньги. А так как Украина просто не является... Сейчас Украина не является носителем ресурсов. Вот эта байка, которую нам когда-то рассказывали в школах, я уверен, и вам тоже где-то кто-то там пропихивал, ну, вы чуть-чуть старше, в институтах, что Украина ж такая богатая страна. Вывозили чернозем. Нахрен никому не всрался тот чернозем прекращать. Я вас прошу, сейчас технологии позволяют и без чернозема как-то просуществовать. Сейчас уже проблема заключается совершенно в другом. Та часть Украины, которая отдана в обмен на кредит, еще раз, отдано в обмен на кредит. То есть это не на деньги, которые мы называем, отдано в обмен на кредит и на поддержку. Эта часть Украины уже очень сомнительна под управлением Украины. И разрабатываться может только в союзе с Российской Федерацией, причем американцами. Украина перестает быть игроком. Украина просто пассивный участник во всех смыслах, даже через призму эвфемизма. Пассивный участник. И на поле, давайте, я скажу как человек, который смотрит через призму психиатрического диагноза. Сейчас, может быть, будет так немножко понятнее. Когда ко мне приходит пациент, и он заявляет о том, что у него есть проблема, я понимаю, что у человека есть задача решить эту проблему. Ну, там, через психотерапию, через медикаменты, через еще что-то. И я начинаю задавать ему правильные вопросы. На что у вас есть жалобы и какая у вас, собственно говоря, цель обращения. То есть есть два типа обращения. Жалоба и запрос. Запрос: я хочу, чтобы, жалоба: меня беспокоит что. Украина создает иллюзию того, что у нее нет проблемы. Россия не проблема, а проблема нехватка ресурсов для войны с ней. Понимаете? Война не проблема, проблема нехватка ресурсов. Были бы ресурсы, воевали бы вечно. А запрос у нее не такой, у них даже уже сейчас у Украины нет уже даже запроса: мы хотим, чтобы Россия перестала существовать. Мы хотим, чтобы они страдали. Это пролонгированный процесс, он не заканчивается. Сместился фокус внимания с завершения войны на бесконечное продолжение войны. Когда ко мне приходит пациент и говорит: у меня все нормально, я просто хочу, чтобы они за все ответили, я понимаю, что это, это стационар. Ну, так к киллеру, это не к психиатру, не к психоаналитику, это не к психологу, это не... Даже киллер, честно скажу, сначала скажет: а вы уже обращались в психдиспансер? Обращался. Ну хорошо, тогда 300 тысяч. Знаете, то есть, когда человек приходит и говорит: у меня все хорошо, я просто хочу, чтобы они за все заплатили, я понимаю, что у человека параноидное состояние или там бред, персекуторный бред преследования, бред, сутяжный бред, что кто-то причинит ему вред, ему нужно мстить. Это бесконечный процесс. Если процесс насилия не заканчивается, нужно применить насилие для окончания желания. То есть должен быть такой элемент насилия, я не говорю физического, это может быть сдерживающий фактор экономического характера. Украине должны перекрыть возможность поставлять с стран НАТО. Сейчас, кстати, если раньше это звучало как байка, Россия воюет со всем блоком НАТО, то сейчас это выглядит уже как не байка, что Россия реально воюет со всем блоком НАТО, но только руками Украины. Всегда возникает вопрос: конец какой? То есть какой мы себе представляем конец? То, что россияне сейчас не могут уже дать определение там конца, Донецк не взяли полностью, потому уже хотя бы в рамках переговорного трека пытаются это продавить. Власть не сменилась, количество людей с положительным отношением к России не увеличилось. Они не реализовали. Так и Украина не реализовала. Это выглядит, знаете, как два человека, которые вышли друг другу, набили морды, никто не победил, просто два инвалида, а теперь смотрят друг на друга, не знают, чем это закончить. А другие люди, которые снимали это на iPhone, выложили в интернет и заработали на этом деньги. Все, это выглядит так. Две нации покалечили друг друга, никто из них не получил никаких выгод,
А люди, которые за этим всем следили, сделали, знаете, тотализатор, там, заработали на этом денег, смотрят на это все, думают: ну и сумасшедшая, глянь, что несется. Вот это их тут кидает, знаете. То есть, и реально два народа, которые не должны воевать, э, травмировали друг друга, не приобрели никаких бенефитов. Украина не стала свободней, Россия не стала сильнее. Принимаются бредовые законы. Это просто уничтожение славянского народа, по сути. Такое конспирологическое немножко утверждение, но выглядит это именно так. Какие выгоды получила Украина? Потеряла 23%, да, или сколько там территорий. Какие получила выгоды России? Изоляцию. Где выгода? Я не Ну, о понимаю, в чем. изоляции сложно говорить здесь в том виде, А даже но... временные, Александр, ну представьте, Не, ну а 1,5 года не продавать, даже год, 2 года. Это Так ужасно. они Люди, продают. Они продают через но это не схемы. то, вы Смотрите, если... поймите, В смысле выгод не то? мало. Стойте. Давайте так. Если, скажем так, они ничего не могут продать, а зачем лупить по их нефтепереработке и по их там вот этим всем энерго... Пускай сидят там и на этой нефти и купаются в ней, в кран пускают водопроводы. Никто же не берет, они же берут все, как миленькие. Просто делают хитрее. Вот эти и европейцы покупают, и газ рекордное количество, и нефть покупают, и все нормально, и ходят эти танкеры, просто переформатировали, просто, ну, вот так это все, понимаете? То есть тут как бы такой момент. У них там рубль самая сильная валюта, причем некоторые говорят, что это плохо, но имеется в виду по падениям, и, то есть он то вниз, то вверх, и он как бы растет, укрепляется, падает, и вот так по итогам каких-то, ничего себе. Так это от чего? От вот этих качелей. Понимаете, это не шибко там хорошо, не шибко плохо для экономики, но это просто такая данность. Да, с гривней что? Народ. Слишком много уехало россиян? Да нет, как ехали вот с одной части света, да, туда, так и едут с этой же части света туда. Ну, то есть, понимаете, тут какая-то такая вот история. Мы вот набили друг другу морду и стоим, как бы кровью истекаем, друг на друга смотрим. Аллегория потрясающая. Ну, давайте посмотрим, что один-то покрупнее, кость шире, а у второго, ну, как бы ребра переломаны, срастется неправильно, и вообще так бы вот это вот будет хромать всю жизнь, понимаете, после этой драки. Ну, то есть, ну вот так вот мы, собственно, и говорим с вами. Я просто вот... Смотрите, согласен, я солидарен по поводу последствий, ну, типа масштабы разрушения могут быть одинаковыми, но последствия несопоставимы, понимаете? То есть, когда у тебя в маленькой однокомнатной квартире плесень появилась, и когда у тебя, допустим, в трехэтажном доме плесень, немножко, ну, разные масштабы, согласен. Ущерб, даже если ущерб для России будет в 3 раза больше, чем для Украины, Россия больше не в 3 раза, чем Украина, понимаете? Она сильно больше, чем Украина. Потому я понимаю, о чем идет речь. Тут с вами солидарен. Проблема заключается в том, что ментально эта проблема остается одна и та же. Нет никакого положительного результата ни для одного из участников, кроме... То есть выгода держателями являются люди, о которых мы даже никогда не услышим и не узнаем. Мы даже не знаем, кто эти люди. Мы вообще должны деньги каким-то, ну, эфемерным представителям Европы. Эти ж люди тоже поменяются, люди уйдут, останется что-то новое. Ну, и нету никакой выгоды в этом всем. Может быть, пора это все закончить? А нет, потому что как только это все заканчивается, Александр, как только это все заканчивается, люди перестают зарабатывать деньги. Причем какие люди? Те, которые нам вообще не друзья. Это ж не наши, ну, это не наши люди. Это Зеленский, это не наш человек. То есть это человек, у которого нет понимания того, что такое нация. Он не понимает, для чего народу жить качественно. Еще раз, я очень надеюсь, мне очень хочется, чтобы пленки были опубликованы. Не потому, что я хочу, чтобы Зеленского там убрали или еще что-то, не в этом дело. Я хочу, чтобы люди открыли глаза на то, ради кого они донатили последние копейки. Чтобы было понимание последствий, Ну, чтобы изменилось отношение к аппарату в кто-то Украине. говорит, что это политика, но это правда. Вот пресса пишет о том, что он всех настраивает. У меня информация, мои источники говорят, что речь идет о том, что он говорит еще лет 5 воевать. Ну, то есть Да, да, настроен да, да, да. Зеленский. Это мои источники говорят. Причем четко. 5
повоюем, то есть никаких выборов, ничего этого нет. Вот это будут такие, то на Беларусь нападем, то на Приднестровье нападем, то мы такие сильные, что всех победим, вот это все. Может, даже куда-то и пойдут, понимаете, опять как в Курске получат по зубам и отползут. Северокорейцев давно что-то не было, понимаете, а могут и появиться, а чего нет? Ну, то есть у них опыт есть какой, да. Сейчас там у Ким Чен Ына уже и дроны, не дроны, а эти ракеты на 100 километров. Вот как там, middle strike, говорят, да, вот вам, пожалуйста, ракеты на 100 километров появились сегодня у Ким Чен Ына с искусственным интеллектом. В Корее, где нет интернета северной, где ничего, искусственный интеллект, дроны, все, они сами знают, куда лететь, ракеты сами знают, куда что поражать. Может, они в белорусских лесах появятся, а чего нет, понимаете? Может, таким чудесным образом окажутся в Приднестровье, хотя сложно понять как, но тем не менее. И вот нас будут вот это вот дергать еще лет 5. Пресса сегодня написала, что по данным окружениям 2-3 года, да, а депутатам он говорит до ноября. Ну вот так оно, в принципе, так вот это день к вечеру, вот это все так и происходит, понимаете, ложь на лжи. Я хочу вот завершить наш с вами разговор очень интересной темой, она периодически всплывает в наших с вами беседах. Значит, вчера же вот этот форум городов, Тихановская, шутки там, да. И вчера они записали очень интересное, ну, какую-то передачу сделали. Называется «Вдома краще», типа «Дома лучше». Да, вот этот ведущий Евровидения Тимур Мирошниченко сидит и со всеми беседует, такая студия типа домашняя. Зеленский пришел, говорит, что Серьезно? да, говорит, нам нужны украинцы, чтобы вернулись уже сейчас, уже вот так. И вообще все, вот мне такое ощущение, я, конечно, так смеюсь, подтруниваю над этим, нельзя, наверное. Все-таки же хорошая инициатива, правда? Ну, создали какой-то телевизионный проект, студию, они вот все говорят, чтобы украинцы возвращались. Но состав ровно такой же, как на похоронах Мельника. То есть все как бы приходят с короткими интервью, понимаете, прям сразу с похорон, да, ну, одежда другая, но тем не менее. И вот выходит, например, Свириденко и говорит, я с маленького города, обычная семья у меня была, обычная школа, у меня просто активная жизненная позиция. И вот я, смотрите, стала премьер-министром. Эти возможности есть у каждого. И все так слушают, да, Украина страна мечты, представляете? Выходит министр экономики, говорит, у нас есть идея, как добраться к людям, которые нелегально покинули Украину, да, или там сейчас легально покинули, но в Европе на нелегальном рынке труда, да, живут, чтобы им не было страшно. Ну, типа, чтоб не бойтесь, мы как бы вернись, я все прощу. И вот мы думаем, как вот это, слушайте, какой замечательный проект. Ну, вот если бы такого не было этого проекта, то надо было его придумать. Смотрите, как придумали, реализовали. И будут ездить по ушам. Возвращайся, украинец, на свою родную землю. Нет ни одной причины. Ни одной причины этого делать. Я уже обсуждал, вот у нас даже был как-то, у нас были дебаты, меня пригласили на дебаты с Мосейчуком по поводу возвращения там украинцев, что делать. Ну, там было несколько тем. Так получилось, что мы с Игорем во многом очень схожи в своих взглядах, за исключением одного. Вот я не согласен с этой позицией, не с Мураевым, я могу с ним вообще без проблем подискутировать на эту тему. Не согласен с этой позицией с Мосейчуком, не хрен возвращаться в Украину. Незачем. Если ты способный человек, если ты не, скажем так, не бездарь, если у тебя достаточный уровень интеллекта, тебе в Украине делать нечего. Украина рассчитана сейчас, в данный момент, рассчитана на абсолютное подчинение власти, которая лишилась здравого рассудка. Нет ни одной причины умному человеку жить там. Почему? Вот, ну, как бы скажу, типа, что ж ты так, это же твоя там родная земля. Но так получалось, что когда эта моя земля была родной, там не было этих идиотов во власти. Понимаете, в чем дело? Это ж, ну, земля сильно... Качество земли зависит от того, кто ее вспахивает, кто за ней ухаживает и так далее. Не, ну так власть можно поменять. Серьезно? Ну, наверное, когда-то Хорошо. в античные времена были в Украине выборы, помните? В античные времена, да-да-да. Вы, Александр, только мне не забудьте утром Спартак, власть можно поменять. Ну, чтобы я точно знал, когда. Потому что пока что это выглядит так, что нет. И вот ближайшие 5 лет, вот вы говорите, это по вашим данным, ну, по моим данным, там 3 года.
Но слушайте, это даже если еще год будет идти война. Какая причина потом возвращаться туда, где уже нет полноценного украинского этноса? Где люди, которые там остались, ну, это подавляющее большинство людей с низким профессиональным навыком, потому что профессионалы уехали. Где осталась агрессивная часть населения, большая часть травмирована, имеют либо посттравматическое стрессовое расстройство, либо низкий когнитивный потенциал, то есть тупые, и хотят просто насилия над теми, кто не страдал так же, как они. Люди будут сталкиваться с последствиями экономики. Я сейчас смотрю, мне там некоторые подписчики отправляют, я вот там говорю, что пришел в кафе, там заплатили такую-то сумму. Он говорит, в Киеве сейчас на такую сумму ты нигде не посидишь, ты ничего не покушаешь. Ну, то есть у меня возникает вопрос, какая должна быть причина? Ну, некоторые спикеры говорят, да это же наша родина, это апелляция к эмоциям. Меня эмоции в этом вопросе волнуют меньше всего. Из-за этих конченных эмоций мы войну развязали, понимаете? То есть на основании эмоций, не логики строится вся конфликтология. Вся проблема наша, она из-за эмоций. Нам проталкивает идею о патриотизме, это эмоциональная история. Нам проталкивает идею о том, что это наша земля. Ну и что, на ней жить невозможно. Какая разница, чья это земля? На ней невозможно жить. Хочется, чтобы наши дети имели возможность взаимодействовать со здоровым миром, а не с этими идиотами. С идиотами у власти, с идиотами, которые останутся на этой территории после того, как эта власть уйдет, которые будут считать, что им кто-то что-то должен. Нет, еще раз, я не вижу ни одной причины и перспективы для того, чтобы оставаться на территории этой страны, если не изменится радикально политический подход, политический строй. Первое. Второе. Не изменится проектность, если мы не станем антироссией, потому что, ну, я не говорю, что мы должны стать пророссией. Нам не нужно быть антироссией. Это и в этом плане я согласен с Арестовичем, потому что нету другой альтернативы. Когда ты ненавидишь такое сильное государство рядом с собой, оно будет всегда интерпретировать тебя как угрозу. Оно не будет интерпретировать тебя как врага, но оно будет тебя интерпретировать как угрозу. А это не очень приятно. И до тех пор, пока не изменится социальный Ну а как изменить? Посмотрите, социальный не изменится. Да, Социальный ну не... потому тогда нет смысла. Вот я Не-не, же говорю, смотрите, нет смысла социальный... возвращаться, если. Важный момент. Социальный не изменится. Социальные удары настолько тяжелые, да. Я вообще думаю, что вот эти все, скажем так, индусы, кроме там, ну, бангладешцы, индусы, кроме понятных причин экономических, трезвых, рациональных, да, что их не мобилизуют, поэтому они нормальные работники, им готовы даже больше платить, там, да. Кроме этого, есть еще такой как бы апелляция. Ну вот смотрите, что с твоей землей, возвращайся. Это так даже выкручивают пропагандисты, понимаете? То есть там выходят всякие Петровы и говорят, следующий президент после Зеленского, это все равно, что там как бы как это, бывшая порнозвезды, в общем, такой какой-то бред несет, понимаете? То есть, ну, как Сейчас, бы... подождите, я попытаюсь понять. Следующий президент – это как бывшая порнозвезда. Ну Ладно, да, это ну моя как ошибка, бы... я пытаюсь понять То есть Петрова, простите. слабее, ну вот когда слабее, то есть такой этот самый, ну как ты, ну что ты, после такого-то великого человека там какой-то придет следующий. Но у меня простой вопрос, а как это поменять? Смотрите, тут же очень интересная история. А, Чтобы резко, радикально, быстро. Я за скорость, потому что вы как бы согласны. Это, по моим данным, Зеленский хочет 5 лет, и по вашим 3 года хочет он. Настроен, что 3 еще повоюем. Кто-то говорит до конца каденции Трампа, опять-таки, под Трампа, не под Трампа, неважно. Ну, вот это 3-5 лет, там, 2, вот так вот. Это они так хотят. Но, чтобы быстро все изменить в стране, то, о чем вы говорите, и в том числе ввести новые какие-то социальные связи, новые, вот, переформатировать. Вот эти люди, которые там были крутыми профессионалами, но их загребли, и они уже после войны не вернутся в свою сферу деятельности, я согласен, теряются все профессиональные навыки в любой сфере. Но тут же как? Нужна диктатура, понимаете? Должен быть прийти сильный лидер, который придет и скажет, значит так. Кто и нужны репрессии, нужно давать по шапке всем тем, кто открывает рот и вспоминает, как при Зеленском было хорошо. Зеленского нужно развенчивать культ личности. Вот прям
разбивать его в пух и прах. О нем все должны узнать не только правду, а еще и вычеркнуть его из истории. Это должно быть волевое решение человека, который пришел и, ну, не знаю, там, в долгое время там на советском пространстве, помните, этот Ленин, например, да, ужас, что там было, если так вот копаться в истории, да, по нем. Но все равно на значке Ленин, все там, Ленин мавзолей, Ленин. Вот такого масштаба должен прийти человек. Там Турция, Ататюрк, понимаете, еще какой-нибудь там, вот, то есть, да, какой-то такой мощный лидер, который все изменит и разорвет эти связи. Но не дадут же этого сделать. Не даст, не даст, скажем так, связь с партнерами, какой-то, кто придет и скажет: все, теперь мы живем вот так, вот так, вот так. Кто не согласен, получает реальный срок и реальное наказание. Все равно будут топтаться вокруг того: а я воевал, а за какую страну я воевал, ресентимент, реваншизм и всякая вот эта остальная история, даже в горстке вот этих украинцев, которые останется. И проблема в том, что даже если и придет кто-то, то ни для кого это будет делать. Никто это не оценит. Это первое. А второе, на чем я хочу сделать акцент, и чтобы люди задумались. Смотрите, если качество, и так вот для завершения, да, что если качество и благополучие твоего государства зависит от того, сменится ли какой-то правитель в третьем государстве, то твое государство в целом не существует. На карте его нет. Это все иллюзия. Мы постоянно ждем, что то Путин умрет, то Трамп уйдет. Это не кажется вам, что вся политическая сила и смысл существования Украины строится на том, что что-то изменится у других стран, а когда мы будем думать о своей? Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо, Александр, большое. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.